Приветствую, дорогие любители батискуфов для глубоководных разборок с гигантскими креветками. Я и сам, как вы понимаете, фанатею от подобного и посему не раз задумывался. А есть ли что-то похожее на Сабнатику в этом вашем интернете? Выживач в открытом океане с кучей подводных локаций, населяющими их каракатицами, и чтобы пейзажи были зашибенные, чтоб под пивко на своими ручками слепленной базе повтыкать. Крафты всякие и апгрейды не обязательно, но для полного кайфа желательно. И какие у нас кандидаты? Рафт. Прикольная выживалка, тут тебе и стройка, и крафт, и даже история какая-никакая имеется, но без погружения, в прямом смысле. Плот лепишь из всякого барахла, торчишь на поверхности океана, ну и пару раз заныриваешь, исследуя затонувшие высотки. Про Stranded Deep могу то же самое сказать, хоть я в него особо и не играл. Абзу. Еще одна нашумевшая в свое время инди-игруха, которая позволяет полюбоваться подводными просторами, но в формате приключения с головоломками. Так сказать, почилить, да незаметненько уснуть, пока никто не видит. Ну и Under the Waves, игруля про подводного смотрителя, что-то типа Firewatch, только на дне морском. Я прям очень надеялся на нее, что будет нечто похожее на Сабнатику. И пейзажи местами реально порадовали, но вот выживача тут ноль. Это сюжетное приключение с очень грустной историей. Я такое не то что не люблю, а скорее не понимаю, зачем такое надо играть. Я захожу, например, в игры покайфовать, обосраться от страха иногда, взять свою пятую точку в руки и швырнуть ее в какого-нибудь жнеца. А тут мне намекают пустить мужскую слезу, а я на такое скуп, увы. Если есть на примете что-то еще похожее на Сабну, то пишите в комменты, обсудим, мне реально интересно. Что ж, ситуация. Возникает вопрос, а почему нет годных выживалок в подводном мире? Чё, кроме Джеймса Кэмерона и Unknown Worlds, всем впадлу заглянуть на морское дно и чекнуть, чё да как там происходит? А нет, погодите, был один француз, который еще за полгода до Сабнатики в апреле 2014 года выкатил в Steam Far Sky. Игра получила огромную поддержку от комьюнити с помощью стимовского Greenlight, но несмотря на это, после выхода ее ждали лишь пару фикс-патчей и все. Основной доход, вероятно, был вложен в две другие игры, которые не были такими нишевыми, как подводная выживалка, а следовательно и успеха не сыскали. Так что похрен на них, даже название не скажу. А уже в декабре 2014 выходит Сабнатика, в которой тогда еще можно было терраформировать землю, эдакий подводный Майнкрафт. Вау, и все понеслись туда. И о Far Sky благополучно забыли. И вы только представьте, насколько халявно чувствует себя Unknown Worlds, учитывая, что с того момента никто не пытался даже занюхнуть крошки с их куска хлеба под названием «Выживач под водой». И это плохо. Конкуренция должна быть, это двигатель прогресса, как и лень. Что ж, поэтому я решил, что обязан таки оценить единственного конкурента Сабнатики — Far Sky. И для начала это далекое небо нужно найти, ведь в Steam осталась лишь надгробная табличка о том, что игра больше недоступна. А посему пришлось достать глазную повязку, сказать «Йо-хо-хо» 3 раза, сесть на бутылку рома, и под подушкой появился Far Sky. Правда, прежде чем я смог нормально поиграть, пришлось еще и реанимировать ее, ведь игра запускалась в разрешении 4К на моем Full HD мониторе, из-за чего отображалась лишь четверть окна. Помогло? Не поверишь. Поиск и устранение неполадок совместимости от Windows 10. Плюсом я еще тыкнул запуск в режиме совместимости с Windows 7, и игра запустилась. В этот раз на весь экран, а не на 4 сразу, но по-прежнему в разрешении 4К. Этот прикол с разрешением не фиксится, просто при каждом запуске игры нужно заходить и выставлять нужные настройки. Если, конечно, ты не 4К геймер. Завидую, сука. И, казалось бы, все, сейчас с разбега заныриваю в воду топориком и погнали. Но... Нет, нихуя. У меня игра почему-то не воспроизводила звук в наушниках, только на колонках, которые присоединяются к компу через зеленый штекер. Да-да, тот самый, который, когда втыкаешь, звуки как из ада из колонок издаются. Я, честно, вообще не знаю, к какой болезни такие симптомы запуска игры отнести, похоже реально на смерть. Ну да ладно, игра оживлена, и я наконец-то могу ощутить новый экспириенс в формате подводного выживания. Ведь все проблемы позади. А вот с чем еще у меня больше нет проблем, так это с пополнением Steam аккаунта, ведь есть сервис, донатов нет. Простейшее пополнение Steam на нужную сумму с моментальной доставкой прямо на твой аккаунт и самой низкой комиссией в 10% для абсолютно любой суммы пополнения. Причем аккаунт Steam зарубежных
обычного региона тоже не проблема. Карты пополнения для самых популярных регионов точно помогут получить тебе желанную игру. Но одним стимом сыт не будешь, поэтому на донатов нет тебя ждут также пополнение PlayStation, Nintendo и, конечно же, мобильные игры с донатом прямо по твоему ID. Кстати, после недавнего обновления на сайте также появились задания, за выполнение которых ты прокачиваешь свой уровень и лутаешь крутые призы. Но и это еще не все. При регистрации по моей ссылке ты получишь купон, который даст тебе скидку на первую покупку. Ведь с донатов нет, донат есть. Ссылочку с купоном оставил в описании. Надевайте ваши скуфандры, дамы и господа, ведь я уже от лица главного героя плыву где-то посреди океана. И параллельно докладываю кому-то по рации, что моя консервная банка разламывается на кусочки, после чего теряю сознание. И в это время на связь выходит дама, и из ее речей можно понять, что меня зовут Натан. На этом моменте я резко перехотел играть, но все же интерес к забытому клону Сабнатики пересилил мое отвращение к Блэкстару. В общем, быстренько перезагрузившись после удара башкой о морское дно, Натан приходит в чувство и отвечает своей коллеге, которую, оказывается, зовут Мэдисон, что я в порядке, не беспокойся. На будущее просто знайте, что если ваша подлодка или другая посудина терпит крушение посреди океана и вы падаете на самое дно, то все в порядке, не беспокойтесь. Но вот отсутствие кислорода — это уже проблема, и надо, видите ли, искать, где бы подышать. К удивительному совпадению, поблизости, оказывается, есть база, координаты которой нам отсылает Мэдисон, и туда-то мне и нужно добраться, пока не закончился О2. Тут-то и начинается сам геймплей. И первое, что бросается в глаза, это то, что я хожу по дну. Да, вот так просто пешочком топ-топ-топ ножками по дну шурую до заброшенной непонятно кем базы получается. Плавать в привычном понимании тут нельзя. На пробел можно лишь делать что-то вроде рывка. И таких рывков можно сделать 5 штук подряд. После чего топориком на дно аккуратненько приземляемся. А сама механика рывков жестко напоминает мне птичку из Flappy Bird. И отсюда вытекает еще один важный момент, который стоит знать об этой игре. Тут нельзя всплыть на поверхность, ибо даже в самом мелководном месте глубина почти 100 метров, и прыжочками до морской глади просто так не добраться. И, как узнается позже, просто выплыть на поверхность и будет целью игры. Вопрос, как это сделать? Ну да ладно, по дороге к базе, которая, кстати, видна на миникарте, нифигово, да, миникарта есть, я нашел сундук с неким лутом. Там оказался целый свежайший клубень деревенского лакомства, пачка стекла, какие-то плитки и непонятные энергосферы. Помимо миникарты, кстати, тут есть еще и полноценная карта, благодаря которой можно приятно осматривать вообще местность и планировать свой маршрут. Да и заблудиться благодаря ней практически невозможно. А также прошу внимания, линеечка с краю экрана, показывающая глубину, текущую и максимально доступную. Эти моменты сделаны довольно удобно, вопросов к ним ноль. Сундуков вообще по дну оказалось раскидано очень много, что наталкивает меня на мысль, что возможно я нахожусь в каком-нибудь Бермудском треугольнике, где регулярно тонут корабли. Но по чесноку давайте я все-таки не буду приписывать этой игре какой-то выдуманный лор. Просто в золотые годы Майнкрафта, я думаю, почти в каждой игре песочницы были рандомные сундуки со всякой шнягой, почти всегда бесполезной, но изредка что-то ценное найти там можно. Второй сундук, например, меня порадовал еще парой картох, семенами моркови, кучей каких-то строительных ресурсов снова и копьями, или же гарпунами. Из приятных мелочей на пригорке я увидел какие-то необычные водоросли, которые скукоживались при моем приближении. В общем, направился я таки в сторону базы на миникарте, доковылял до нее по дну морскому, перебиваясь прыжочками, и забрался внутрь. Тот, кто проектировал эту базу, настолько же гениален, как и дизайнер стыковочной шахты для мотылька из Сабнатики. Да, воздух может препятствовать попаданию воды в помещение, вот только давление в воде распространяется равномерно по всей глубине, и разумеется, от такого давления в помещении я бы просто откинулся. Но, видимо, персонаж изначально закован в какой-то ультимативный скуфандр, который и спасает меня от давления. Тогда, получается, именно из-за него Натанчик и не может всплыть наружу. Такая вот логика получается, палка о двух концах. Ну и как только я попал на базу, то главный герой сразу позвонил Мэдисон. Сказал, что со мной все окей, тут есть припасы, верстачок, сейчас что-нибудь придумаем. И придумал он собрать части своей подлодки, которая, я напомню, взорвалась и разлетелась на то ли 8, то ли 9 частей к хренам китовым. Из обломков Натан соберет целую подлодку и всплывет на поверхность. И тогда Мэдисон вызовет красивых накачанных спасателей, которые
которые придут на помощь и заберут меня с собой. Видимо, Натан не первый раз собирает свою субмарину по частям. Это бы ответило и на вопрос, почему подлодка в принципе взорвалась, и почему герой так уверен в этом плане. База, кстати, двухэтажная, и на втором этаже я нашел пару грядок картофеля, причем уже созревшего. Халява. Осталось котлетки рыбные сварганить, и все, ужин готов. В эти грядки можно посадить как клубень картофеля, дабы он расплодился, так и семена моркови. Дайте мне еще пшеницу, и я точно отправлюсь на поиски шахты с алмазами. На первом этаже базы, кстати, стоит какой-то верстак для крафта, печка и сундук. В сундуке я нашел снова кучу непонятных вещей, среди них мне больше всего приглянулись дрилл, хоть я такое и не слушаю, а также экстрактор. В принципе, в Factorio подобные игры я играл, и что такое экстрактор, я догадываюсь. В печке можно, разумеется, конечно же, пожарить родненький потейто, дабы вкусить его с хрустящей корочкой. Ну и любую добытую рыбу тут тоже можно приготовить. Правда, как добыть рыбу я еще не понял, пока что находил ее только в сундуках. Еда тут нужна для утоления голода, что в принципе логично, который постоянно безжалостно нарастает, а также для восстановления здоровья, которое я еще ни на дюйм, кстати, не потерял. Ну а верстаком оказалась главная мастерская, на которой делаются 4 вида других крафт-станков. Поэтапно буду создавать их потом, там и познакомлюсь с ними поближе. Ну а крафт выглядит весьма просто. В инвентаре нужно иметь требуемые ресурсы, и тогда на верстаке просто забираешь себе готовую продукцию. Да, возможно, это очевидно, но я поначалу пытался положить в эту нижнюю клеточку ресурс, нужный для крафта. Примерно так я себя ощущал. Первым делом установил мастерскую снаряжения. На ней можно создавать различные элементы скуфандра, а точнее шлем, рубаху и газовый баллон. Штаны, очевидно, в открытом океане никому не сдались, и я это одобряю. Чем круче шлем, тем глубже я смогу погружаться. Мой нынешний наголовник не выдержит глубину больше 180 метров. Рубаха увеличивает резист к урону, а баллон позволяет дольше плавать. Сейчас вроде как только на 3 минуты его хватает. Также на верстаке крафтится дрель 2 тиров. Скутер или же глайдер, да, как-то более по-родному звучит. Скутер это вон во дворах кататься. Вот глайдер — мое почтение. Погнал от Левиафана бегать. А также тут создаются бинты. Ну, поглазеть на все это было интересно, ну а пока что я бомж, так что закинулся парой картох и отправился в свой первый исследовательско-поисковой заплыв. Ну как заплыв, я все-таки по дну шлепаю. На миникарте у меня уже отображались 2 золота, которых мне как раз таки и не хватает для прокачки своего снаряжения. По дороге к нему я любовался максимально знакомо выглядящими гигантскими водорослями, будто в лес водорослей снова попал. Но прежде чем двинуться дальше, мое внимание привлекла куча. Ну да, бывает такое, что куча в чистом поле привлекает внимание. На миникарте я увидел кучу и решил понять, что это. Вопросы? Прибыв на место, вокруг себя я ничего не увидел, и поэтому решил просто прямо здесь и копнуть. И получил землю. Много земли. Из горной породы, свербящей такими вот серебряными прожилками, я смог выбурить железо. Именно так оно тут и добывается. А таких гор тут довольно много. Но даже из одной такой, как мне показалось, я могу добывать железо почти бесконечно. Но оно реально ни разу не кончилось у меня за все время, что я играл. Мой процесс бурения всегда останавливало не то, что железо закончилось в месте добычи, а тупо запас кислорода. Мне нужно было на базу, чтобы подышать. А вот дальше я дошел таки до золота, которое уже не выглядело как бесконечный источник, а скорее казалось похоже на палочки картофеля фри годовалой давности, которые лежат у меня за диваном. И причем не я их там оставил. Хз кто. С каждого такого столбика я получил по золоту, суммарно 5 штук. Кислород тем временем уже кончался, и я направился на базу. И по дороге встретил ящик, но не с рандомным лутом, а с золотыми монетами. Вау, обалдеть. Я теперь богатый. К чему мне деньги на дне морском, напомните? Блять, да лучше бы картошки ящик дали, я бы с таким кайфом сидел на базе, уплетая ее, потому что монеты тут, монеты мне не помогут в выживании. Вообще абсолютно никак, они мне не помогут построить гребаную подлодку. Возможно, вы даже удивитесь, когда узнаете, для чего тут все-таки нужны монеты, но об этом расскажу в конце. Разумеется, я попробовал побурить также и водоросли. Разные водоросли. И они не бурятся. Значит, надо чем-то другим их добывать. Вернулся я, короче, на базу и сделал первый комплект скуфандра. Железный шлем, увеличивающий максимальную глубину со 180 до 250 метров, железный костюм, дающий 25% резиста к урону, и железный баллон дайвера на плюс 3 минутки подрилить ресурсики. Ну и все, больше ни на что не хватило. Железо и золото у меня закончились. А нужно сделать еще глайдер, который скутер, и еще железа много надо на другие верстаки, которые я еще не поставил. Короче, надо много гриндить. И тут я вспомнил, что из сундука у меня есть один экстрактор. Так что я сделаю им
видом подошел к ближайшей горе, свербящей серебристыми растяжками, и вставил в нее свой экстрактор. Вот такая махина вылезла из-под земли и стала что-то там бурить. Сама. Но бурит-то не то, прикиньте, 90% песка и 10% камня. Не-не-не, мне железо надобно, о чудо, машина, заменяющая человека. Долго не мог понять, как ее снести, чтобы переставить, но оказалось, что снос каких-либо построек тут производится таким вот молоточком, который всегда со мной в 8-м слоте инвентаря имеется. Переставил экстрактор точно в скалу с железом и 100% железа. Добыча пошла. Всего 10 минут ролика или сколько прошло, а я уже от бомжа, шарящегося по чужим ящикам, развился до местного Илона Маска, обузящего труд роботов. И не суть, что я нашел этот экстрактор в ящике, а не скрафтил его сам. Удача — это тоже своего рода умение. Кстати, неподалеку от моего экстрактора сияло нечто. На миникарте оно пульсировало как источник некого сигнала, как бы намекая, что сюда мне надо. Настолько надо, что мне резко стало интереснее бурить песок, нежели идти туда. Мне необходимо было проверить, могу ли я добывать песок прямо со дна морского. И знаете, да, могу. Песка тут крайне и крайне много. Кстати, в связи с различными ограничениями ютуба я заливаю ролики также и на Бусти. В совершенно бесплатном доступе лежат все видосы. Залетай и смотри. Ну а данным сэрам и леди, поддержавшим канал, отдельная благодарность. Скоро куплю себе батискуф. Ну а с витяжкой поблизости оказался пис, то есть кусочек субмарины. Нашел я первый из 9. Пройдя чуть дальше, я снова нашел ящик с шейкелями и еще 3 с рандомными ресурсами. Среди них новая руда, какой-то магнезий. Эти ящики были сконцентрированы вокруг затонувшего судна, и мне стало интересно, смогу ли я его исследовать. Потому что в Сабнатике затонувшие обломки Авроры — это важный элемент геймплея. С ними связаны специальные инструменты, такие как лазерный резак, который нигде кроме частей Авроры не используется, ремонтный инструмент, репульсионка, внутри можно найти разные чертежи. Ну в общем, ты сам прекрасно знаешь, сколько всякого можно делать на обломках Авроры в Сабнатике. Тут же я на многое не надеялся. Но зря. Зря я надеялся вообще хоть на что-то, ибо затонувшее судно оказалось просто пустышкой. Это как если бы тебе подарили на день рождения коробку от телефона, которая не открывается, да еще и пустая внутри. Грустно и хочется дать поебать тому, кто это сделал. Судно просто лежало на боку, наполовину погруженное в песок. Входов и выходов каких-либо у него нет, так что я с недовольной Харей направился на базу. По дороге попытался забурить ската местного, но он не почувствовал. На деловом я заглянул в экстрактор, взяв там добывшиеся за пару минут 30 железа, и сразу помчался, полетел домой, прямиком на 2-й этаж, чтобы посадить там найденную в очередном ящике картоху. После этого я начал постигать систему местного строительства. Молоточком можно удалять любые постройки. Я решил случайно начать со своей стены, снеся ее вместе с квадратным метром своей жилплощади. Но благо все это дело можно исправить благодаря той самой плитке пола, которую я находил в сундуках. Оказывается, когда пристраиваешь ее к базе, ставится не пол, а целиком кубометр твоей базы, вместе со стеной и потолком. Короче, чтобы расширить свою базу, нужны клетки пола, а чтобы уменьшить, берешь молоточек и сносишь все нахер. Поздравляю, вот твой красный диплом строителя Фарскай. Если же хочешь магистратурку еще сверху, то смотри, тут еще можно крафтить панорамную стену с окном. Кликаешь ею по стене, бамц, и у тебя окно на всю стену. Еще можно двери ставить, но с ними нужно так изъебываться, что тут уже не магистратура, а ученая степень нужна, так что об этом попозже давай как-нибудь. В процессе стройки я так заработался, превращая свою базу в коробку, что не заметил, как голод достиг почти 100%. И тут игра выдала лучший диалог, что я слышал. Я так голоден. Почему ты не убьешь и не поешь рыбу? Спасибо, Кэп. Не догадался, что это я реально. Ну а я чё, каблук женщину слушать? 8 марта уже прошло, милочка, давай до свидания. Я похаваю картофеля, какая рыба. После этого я расширил ферму и скрафтил себе верстак для вооружения. На нем можно крафтить разные виды то ли гарпунов, то ли копий. Называется это оно спир, типа копье. Но просто так его бросить нельзя. Для того, чтобы эту штуку запульнуть, нужен спиарган, что по сути похоже на гарпун-ружье. Но на него мне не хватает золота в данный момент. Зато ножик я могу скрафтить, что я и сделал. С этим клинком на 2 урона я вышел сразу на улицу и увидел, как мимо проплыла большая акула. Это первая хищная тварь, что я повстречал, так что мой индикатор напряжения довольно сильно сжался. У меня есть нож. Оу, акула. Но в этот раз акула просто растворилась вдали. Попытался поприставать к проплывающим мимо скатам да тунцам, но с одной тычки они ложиться не хотели, а догнать их я не мог, так что, видимо, ножиком их не взять. А вот для чего нож пригодился, так это для нарезки водорослей. С них выпала куча зелени разного вида, разберусь, чё и зачем нужно попозже. Ведь рядом я нашел также золото.
И пока я вот это вот батрачил подводным газонокосильщиком и рудокопом, наступила ночь. Натан сказал Мэдисон, что темнеет. Получается, наступает ночь. И обомлев от такой логической цепочки, Мэдисон ответила, что надо быть осторожнее, ведь ночью охотятся хищники. Видимо, она тоже в Майнкрафт играла. Ну и я, разумеется, давай топать домой, да побыстрее. По пути чикнул пару маленьких рыбёх и получил честно добытую филешку. Помимо акул, оказывается, тут есть и другие хищники. О, ты чё? Епа, это чё за скример был? Ни хрена себе карась на меня напал, большой такой, огромный. То ли щука, то ли карась. Эта рыбёха вроде как барракуда называется, и влетела она меня с нехилого такого разгона, с весьма пугающим, по крайней мере для первого раза, звуком. Неожиданно приятно, знаете ли. Буду теперь искать управу на этих местных хищников. Не то чтобы я сильно прям испугался, но всю оставшуюся ночь я просидел дома. Занимался важными делами на самом-то деле. С помощью добытой голды скрафтил гарпун-ружье, а остаток железа спустил на фурнитурную мастерскую. Не самое лучшее мое вложение, да, но так как я тот еще Плюшкин, все же пригодится. Ведь на этом верстаке можно крафтить сундуки. Целых два вида, маленький и большой. А также тут создаются грядки, двери, печки, столы и стулья. И тут я, кажется, понял, для чего нужна вся эта зеленуха с водорослей. Один ресурс, фертилизер, по-моему, называется, вместе с землей и железом идет на создание грядок, а другой, допустим, клетчатка, на создание бинтов, которые мне пока что не пригождались, так как кровь мне еще никто не пускал. Я продолжил экспериментировать со строительством и решил расширить второй этаж изнутри. И случайно удалил лестницу. Масштаб проблемы на самом деле больше, чем кажется, ведь основной мой рацион в виде картохи растет на втором этаже. Лестницы на второй этаж теперь нету, и скрафтить ее я пока что не знаю как, ибо на фурнитурном верстаке ее в рецептах нет. Оставался еще один верстак, который я не создавал, мастерская строителя. Так что я решил сделать вылазку к экстрактору. А, давай мотанем. Блять, да ебать там акул, не. Чё так много? Не с первого раза, конечно, но я все же забрал железо и поставил последний верстак. На нем-то и крафтилась лестница, а также пол, стеклянные стены, два вида экстракторов, фонарь, какая-то турель и расширитель базы в виде добавочного этажа. Разумеется, я сделал только лестницу и был доволен собой как черт. Утро все никак не наступало, урожай никак не созревал, а голод все нарастал. Но из-за отсутствия угля я не мог пожарить ни морковку, ни филешку карася. Так что уверенно пошел искать уголь. Ну как искать, он вот тут поблизости на миникарте отображается, но тем не менее. Нашел я, значит, жилу угля, подрубил дрил и не останавливался, пока не выкопал 30 единиц топлива. Наступил день, так что я затестил гарпун-ружье на проплывающем мимо косяке тунцов. Гарпун оказалась тема убойная, ваншотнул бедолагу. И я получил мясо тунца. И тут меня уже было не остановить. Так что я выписал билет в один конец и мирно плавающей акуле и барракуде, которая успела укусить меня за лицо. Мясо добыл, топливо есть, нужно все это дело пожарить. Около дома завалил еще двух акул. В моменте я выстрелял все свои копья и чуть было не опростоволосился перед акулой-молотом. Но благо я допер, что одни копья у меня потратились, значит нужно снарядить, нажать эквип на другие. Дома с кайфом пожарил акулье мясо. Восстанавливает оно в приготовленном виде аж 50% голода. Обычная филешка приготовленная всего лишь 20, если что, а морковка 15. Расширил еще немного свою ферму, засадив очередными клубнями, дабы проблем с едой точно больше не было. И скрафтил один собственноручный экстрактор, дабы автоматизировать добычу угля на будущее. На миникарте мое внимание привлекло какое-то странное обозначение в виде белой тарелки. И это оказался какой-то дрон. Для его запуска нужны 5 энергосфер. Такой ресурс я еще не знаю, где добывать, но в сундуках его находил. Так что я кабанчиком метнулся домой и обратно. Починил я, значит, этого дрона, и он полетел. Вернее, поплыл. В него можно сложить ресурсы, чтоб тупой робот напрягался вместо меня. И пока что все. Можно еще усыпить, но не для этого я его чинил, чтобы усыплять. Но, как оказалось, этот дрон еще и боевой. Он стреляет гарпунами в тех, кто меня атакует. Первым делом он засадил барракуде. По моим стопам идет, малец.
С таким напарником я позволил себе некие вольности и поплыл куда глаза глядят, пока не наткнулся на перепад высот. Не сильно большой, но спустился я на глубину в 150 метров. Там я обнаружил новый ресурс – медная руда. Прожилки меди выглядят точь-в-точь как железные, отличаются только цветом. Разумеется, я достал свой дрилл и добыл про запас нового ресурса. В потемках вернулся домой, скрафтил себе скут, то есть глайдер, а также новый медный шлем, увеличивающий максимальную глубину уже до 350 метров. Хрен знает, куда мне столько, если я пока что ниже 150 метров не опускался. Но чую, грядет рывок в моем развитии. Нужно просто нагриндить побольше меди, и для этого я сделал 2 экстрактора, чтобы дособирать комплект снаряжения и сделать побольше гарпунов. Поначалу я не понял, как работает глайдер, и по привычке с Сабнатики просто взял его в руки и, как обычно, исполнял из себя Flappy Bird, прыгал вперед. Импакта я не заметил. Подумал, что меня реально развели на бесполезный скутер, но оказывается его нужно просто активировать на ПКМ. Тогда-то этот коняра заводится и весьма неплохо ускоряет передвижение. Но правда тратит очень быстро заряд своей энергии. Буквально за 10 секунд вся батарея расходуется, а пополняется она примерно в 3 раза дольше. Но зато пассивно, и на этом спасибо. Установил один экстрактор на добычу меди и направился к ближайшим обломкам субмарины. Собрал 2 части, суммарно уже 3 из 9 готово. И пошел дальше изучать карту. Наткнулся на еще один спуск, но этот уже был гораздо больше. Похож на реальную пропасть. Тут я спустился на глубину уже в 220 метров и нашел новые водоросли со светящимися шариками. Что-то это мне напоминает как будто, да? А я напомню, игра вышла раньше Сабнатики, и я без понятия какого черта у них есть такие странные схожие моменты. В реальности нет водорослей с такими желтыми светящимися висюльками. Есть только флуоресцентные микроводоросли, неразличимые в обычной воде. Да, это я нагуглил, и чё? Биологи поправят в комментах, если я не прав. В общем, странно получилось, что разрабы по сути придумали одинаковые водоросли. Ну а в Far Sky с этих светящихся водорослей, которые уже подчиканы моим ножичком, выпадает все та же зеленуха и энергосферы. Да, те самые, которыми я запитывал своего дрона. То есть, получается, буквально я починил дрона с помощью водорослей. Также я встретил и нового хищника, рыбоудильщика. Бороться я с ним пока что не стал, для начала мы просто поздоровались, перекинулись взглядами и мирно разошлись. Удильщики выглядят страшно. Стал, короче, я выбираться с этих глубин, и так как механика плавания тут состоит из 5 прыжков, потом отдохни, посиди и снова 5 прыжков сделай, спина болеть не будет, то подъем удобно сделан таким вот ступенчатым образом, чтобы я шаг за шагом поднимался на это плато. Весьма заебная тема, если честно. Вот тут глайдер показывает себя лучшим образом, ибо он очень быстро позволяет преодолеть такую вот высоту. По пути домой я собрал медь с одного экстрактора и железо с 2 экстракторов у дома, и обнаружил, что помимо железа набурился еще и какой-то камень бесполезный. И в принципе в экстракторе растет процент добычи камня. Видимо, все-таки рудные жилы не бесконечные и могут иссякнуть, так что я просто переставил один из экстракторов. Сделал себе медный костюм. Для полного комплекта не хватает еще и баллона, а для него нужно 2 золота. У меня осталось только одно, так что придется искать. Решил пока расширить базу и затестить, как работает эта ваша дверь. А то, ну вообще не знаю, что это, в лифте родился. Сделал себе такую вот небольшую комнатку с панорамным видом и обнаружил, что я не могу делать стены. Обычные стены. Они выставляются автоматически вместе с полом, но внутри базы поставить стены самому, к сожалению, нельзя. Ну, либо я не понял как. Вот тут-то мне и пригодилась моя научная степень по строительству в играх. Я снес блоки пола, которые, наверное, скорее я бы назвал блоками базы, и оставил проход в комнату в виде коридора в 1 блок. Таким образом, получилось сделать узкий проход в комнату, который я и перекрыл дверью. Функциональной пользы никакой абсолютно это помещение не имеет. Чисто успокоил своего внутреннего строителя, пока на улице ночь. И все. Ну а дверь, кстати, реально работает как в лифте. Сама открывается. Прошарил, что есть 2 вида гарпунов. Обычные, которые делаются из железа, меди и так далее. И станящие, которые имеют повышенный урон в сравнении со своими аналогами. Но для них нужны энергосферы. Короче, хочешь больше урона и микростан в противника, помимо гринда руды нужно еще и добывать водоросли со светящимися шариками. Ну, собственно, к ним я и направился. Исследуя территорию, нашел новую
руду – серебро. Эта хрень, как и золото, встречается редко в виде таких вот кластеров. Только если золото обычно было от 4 до 5 штук, то серебра я добыл всего лишь 2. Также на глубине встретил таких вот медузок, с которых выпадает минимально питательная сопля. Вот таким образом на данный момент выглядит изученная мною территория. Тоже напоминает карту Сабнатики, не так ли? Мелководье в центре и все более глубокие места по краям. По возвращению домой я навернул медузьих соплей, раскидал ресурсы и собрал плотный урожай с фермы. Наконец-то скрафтил себе медный газовый баллон, который дает целых 5 дополнительных минут дыхания. И я решил оценить дальнейшие крафты. На прокачанную дрель не хватает одного серебра, но это вообще рандомный ресурс, если на миникарте увижу, то добуду, а специально искать не буду. А вот для следующего уровня снаряжения мне уже нужен магнезий, фиолетовый металл. Пораскинув мозгами, я провел аналогию с железом и медью и пришел к выводу, что магнезий находится еще где-то поглубже, чем медь. Думаю, в поисках деталей субмарины я рано или поздно наткнусь на него, так что заранее скрафтил себе экстрактор на такой случай. Создал побольше гарпунчиков, дабы рыбы не докучали, бинтов на всякий случай про запас, изучил карту, чтобы наметить маршрут и отправился в масштабнейший заезд в поисках сияющих обломков подлодки. Нашел первый из 6 оставшихся и решил проплыть еще дальше, дабы найти таки очередной спуск в еще более глубокий биом, где должны быть залежи магнезия. И я нашел его. Спустился на глубину в 300 метров, и прежде чем я сам кого-либо заметил, Натан сообщил Мэдисон по рации, что рядом плавает гигантский осьминог. Я не на шутку присел на очко, ведь осьминог, да еще и гигантский, эта штука должно быть страшная. И оглядевшись, я их увидел. Похоже, они больше на улучшенную версию Спрута из Майнкрафта, но в рамках Фарская они все равно выглядят довольно-таки пугающими, ибо их несколько, и хрен знает, что от них ждать. Но днем, как в принципе и все мобы, они были френдли, так что я добыл золото и прям под ногами поковырял залежи магнезия. Неподалеку на миникарте я видел новый ресурс, какой-то кристалл, и я был обязан добыть его. Ну, все-таки что-то новое. Но осьминоги не давали мне покоя. Так что я немного посмотрел на одного из них и решил все-таки вызвать на дуэль. Но, как говорится, ты приходи один и мы одни придем. Все кракены в округе напали на меня. Было их то ли 3, то ли 4 штуки. Понял я, что они сагрились по изменению их окраса. С темно-синего они стали бордово-красными. Серебряные гарпуны не наносили им особо урона. Ёперный. Ой. А-а-а. Так, я похилился, я готов дальше. Блять, не готов. Ой, ёбаный в рот. А, какие да что такое? Подожди. Юз. А я не могу юз. А я не кровоточу, я понял. Морковка. Ну, точнее, наносили урона не как обычно, просто кракены самые жирные падлы в этой игре, и против них лучше идти как минимум с медными гарпунами. Бой с ними длился долго, они как голодные пираньи терзали меня, нападая с разных сторон, ну а я потихоньку вносил в них имеющийся у меня урон. Дрон, разумеется, рядом также попукивал в силу своих робо-возможностей, но не особо что-то делал. Тут-то мне и пригодились бинты, ибо то ли с каким-то шансом, то ли пробивая какой-то порог моего здоровья, у меня открывалось кровотечение, которое медленно убавляло мне здоровье. Бинты это кровотечение убирают, но здоровье они не восполняют. Благо еды у меня накопилось уже очень много и лечит любая жратва очень даже эффективно. В особенности мясо акулы. Отстрел каракатиц длился пару минут, и разумеется я вышел победителем из этой дуэли. С восьминогих, кстати, ничего не дропается, даже мясо. Это просто бесполезные губки для впитывания моих гарпунов. Спустился я к заветным кристаллам, и около них плавала уже новая пачка спрутов. Добыть получилось с данного кластера всего лишь один кристалл, после чего на меня моментально сагрились окружающие кракены. В этот раз я был умнее и просто дал дёру от них на глайдере. И весьма успешно. Не зря меня гопники в детстве тренировали бегать, причем бесплатно. Халява. По дороге обратно нашел второго дрона. Теперь у меня уже 2 робо-раба. Магнезия я добыл целый стак, 75 штук. Так что я смог скрафтить сразу весь комплект нового снаряжения. И ради интереса я также проверил, как работают тут баллоны. Потому что в Сабнатике, например, ты можешь поочередно наполнить 2 баллона воздухом, а потом также поочередно тратить их в воде. Тут подобной механики нет. Если снять баллон на максимальном запасе кислорода и сразу надеть его обратно, то баллон просто становится пустым. Так что в принципе не
не зря каждый раз после крафта новой снаряги я старую тупо удалял. По пути к очередному фрагменту встретил еще одного интересного противника. Просто очередная версия глубоководного хищника, но выглядит довольно-таки прикольно. Мурена. Ля, какая змеюка плавает. Взял фрагмент подлодки, осьминоги решили в этот раз не докапываться до меня, но Мурена докопалась, и зря выбил с нее мясо акулы внезапно. Остановочка, чтобы погриндить медь, дабы разжиться медными гарпунами да побольше. Ну и по возвращению на базу я пополнил вновь свое вооружение, провиант, изучил карту, на которой, к слову, я так и не нашел ни одного кластера серебра, кроме того, что уже добыл. А он мне нужен для улучшенной дрели. Ну и отправился я за оставшимися обломками, которые были в плюс-минус одной стороне. Но на мелководье нашел интересный такой вот пригорок. Забрался на самую вершину, глубина тут жалкие 93 метра, меньше я нигде не видел. И, пожалуй, это лучшее место, дабы попробовать всплыть, используя максимум моих возможностей. 5 прыжков Флэппи Бёрда плюс весь заряд глайдера. Тупо мощности не хватает. Вот параша. Ну ладно. Да, всплыть тут нельзя от слова совсем. На глубине в 30 метров глайдер тупо перестает тянуть меня на поверхность, хотя до этой глубины он отлично справляется с подъемом моего веса. По пути к обломкам на меня напала стая барракуд, которые доставили некий дискомфорт, за что и были разделаны. И тут на миникарте я увидел хату, но не мою. Оказалось, что тут есть еще одна заброшенная база, только в 3 раза больше моей. И хоть она и была затоплена, внутри я нашел несколько сундуков с лутом, который на самом-то деле мне уже и не нужен был особо. Единственное, что было хоть немного полезным, это гарпуны, как расходники. Также, учитывая механику игры, что кислород я могу пополнять только на базе, эта постройка может быть хорошим перевалочным пунктом. И, к счастью, то ли 4-й, то ли 5-й этаж базы не был затоплен, но вода медленно подступала. Оказалось, что благодаря своему молоточку я могу чинить любые пробоины в базе, так что несколько минут я потратил на поиск не сильно заметных протечек. Увидеть их реально непросто. В глаза вот эти вот микропотеки воды особо не бросаются, особенно на затопленных этажах. И вот механика затопления базы тут выглядит весьма реалистично. Когда я починил все протечки на верхних этажах, вода отступила и осталась только на первом. Ну а когда и там пробоины были залатаны, вода медленно покинула мое новое жилище. Подышал я тут как следует и отправился к обломкам. Нашел 6-й кусок, поставил экстрактор на магнезий чисто на всякий случай. Нашел 7-й фрагмент и неподалеку еще одно затонувшее судно, тоже без каких-либо признаков интерактивности. Также по пути я завалил удильщика, и с него мне выпало мясо удильщика. Не понимаю, почему Мурену обделили собственными внутренностями, и с нее падает акулье мясо. Нашел кластер кристаллов и добыл его. И на меня снова сагрились гребаные кракены. Я уже как обученный боец сразу дал по газам от них в сторону новоиспеченной базы. Но... Да, злые, понимаю. На самом деле нихуя не понимаю, что вы злитесь на меня за кристалл. А у меня тут база рядом. А у меня база рядом. А я сейчас зайду внутрь, и вы мне ничего не сделаете. Тихо. Оп, вот так вот. И в домик, который, в принципе, не жалко. А где тут протечка? Почему ты не останавливаешься должным образом? Они ломают базу. Я должен ее починить до того, как что-то там протечет. Не успел прочитать. Блин, ну... Блять, построили огромную базу, теперь ходи чини ее. Оказывается, хищники могут ломать базу. По крайней мере, кракены на это, как видите, точно способны. Именно они причина протечек. Насчет акул и других более мелких говнюков я не уверен. В общем, отвязаться от них мне не удалось, так что пришлось их полопать. Вернулся на базу, на свою начальную базу. Не знаю зачем на самом деле, но пока есть возможность, решил затестить фонарь. Чисто светильник. Бесполезная штука, ведь даже ночью видимость отличная. Также поставил гарпун-турель. Выглядит она прикольно, но ставить ее можно только на дно. На крышу базы, к сожалению, поставить нельзя. Прикольно, наверное, будет сделать целый периметр из таких турелей, таким образом идеально обезопасив базу от агрессивных ночных хищников или кальмаров, защищающих какого-то хрена кластеры кристалла, но желания еще больше гриндить однотипные ресурсы у меня уже не осталось. Так что я просто позырил на эту пушку в деле, работает она плюс-минус как дрон, вроде бьет точно так же по урону, ну и поплыл за оставшимися фрагментами через свой перевалочный пункт. Добрался до 8-го обломка, а затем и до 9-го.
И внезапно рядом со мной материализовалась прямо из воздуха моя подводная лодка, целая и невредимая. Натан сразу похвастался перед подругой, что он сделал дело. И Мэдисон говорит, мол, давай всплывай, как только всплывешь, так сразу я вызову лодку к тебе на эвакуацию. И снова хрен пойми зачем, ведь у меня есть целая подлодка, которая неплохо так жарит на самом-то деле. Реально, она по скорости не уступает мотыльку из Сабнатики, только не требует абсолютно ничего, ни энергии, ни починки. Да, я ради интереса заплывал даже на глубину ниже 350 метров, там, кстати, нет ничего, эдакая мертвая зона, только реально мертвая. И стекло скафандра, либо же лобовуха подлодки трескались, но спустя время на нормальной глубине стекло восстанавливалось. Короче, подлодка имба, разве что окно не помешало бы протереть, а так реально тема мощная. Но дело в том, что появляется она, когда в игре уже делать-то по сути нечего. Я, конечно, поплавал, попытался порадоваться тому, что сделал имбовый транспорт, но, как оказалось, подлодка не защищает от урона. Обычные медузы смогли ужалить меня сквозь обшивку, следовательно, и акулы с кракенами будут дамажить меня, пока я в подлодке. То есть субмарина здесь это чисто средство передвижения, у которой нет своей прочности, нет какого-либо заряда энергии, и никак тебя как пилота она вообще не защищает. Нет давления глубины, нет хищников. Но выглядит она довольно-таки неплохо, надо заметить, эдакая майнкрафтовская вариация морехода из Below Zero. Кстати, кристаллы, которые охраняются осьминогами, типа вроде как самый ценный ресурс получается, используются лишь для крафта новых баз. Заготовка крафтится на мастерской строителя и при установке выглядит как такая вот подводная однушечка с минимальными удобствами и дыркой в океан вместо туалета. И на этом моменте я понял, что делать тут больше нечего. Прокачанный бур единственное, что я не затестил, но как я понимаю, он просто добывает руду в 2 раза быстрее, а руда как бы мне уже и не нужна особо. В любом случае на миникарте нигде у меня не показывается серебро, а исследовать оставшийся угол плато было крайне впадлу, так что я поплыл наверх и наконец-то выбрался на поверхность. И увидел небо, далекое небо. Я сделал это. Я выбрался. Отлично, я посылаю лодку на твоему местоположению. Время возвращаться домой. Это получается реально Far Sky. Пройдя обычный режим, я открыл режим выживания. Его фишка в том, что на миникарте не отображаются сигналы обломков, то есть их нужно будет искать самому, как в Сабнатике. Исследуя максимально однотипную карту. Хищники будут более смертоносные, вероятно просто больше дэмэджа, ну и всего одна жизнь на сохранение, умираешь, проиграл. Также в игре есть режим песочницы, Sandbox. Привычного для всех песочниц режима креатив тут нет. Сразу выражаю дизреспект игре за такое вот неуважение к Майнкрафту, как к прародителю песочниц. И если ты сделал песочницу, то и будь добр сделать креатив мод, чтобы такие детишки, как я, могли строить замки из песка, не боясь наткнуться на собачью какашку, зарытую соседкой. Sandbox мод тут представляет собой обычную игру, но с твоими кастомными настройками. Можно изменить количество спавна хищников и даже полностью их отключить. Изменить длительность дня и ночи, ну и прочие аспекты игры. Но добывать ресурсы тебе тут все равно придется. Из плюсов, на добытые в других режимах золотые монеты, те, которые я назвал бесполезным говном, при создании сэндбокс игры ты можешь купить себе стартовые шмотки. Эдакий донат за внутриигровую валюту. Доступны, по-моему, вообще любые предметы из игры, в том числе и подлодка за 1500 золотых. К слову, я за свое прохождение добыл лишь чуть меньше косаря. Ну и что сказать, прохождение заняло у меня 2,5 часа. Я в целом люблю выживалки, песочницы, люблю обустроить свое гнездышко, там навести порядок в сундуках, но эта игра, я изначально был настроен к ней скептически. И вдобавок к этому, на моменте осознания того, что тут нельзя плавать, и цель игры это тупо всплыть, мой интерес уже упал раза в 2, ибо симулятор Flappy Bird под водой не совсем то, чего я ожидал. Но тем не менее, если уже прям облизал Сабнатику вдоль и поперек, почему бы и не покопаться в этой вот подводной песочнице. Far Sky получился как некая смесь Сабнатики и Майнкрафта. Понятно, что вряд ли разраб мог вдохновляться Сабнатикой, ибо выпустил свое детище еще до выхода игры от Unknown Worlds, но тем не менее аналогии возникают только такие. И на самом деле грустно, что проект не доведен до ума. Разработчик посчитал, что игра в таком виде вполне себе завершенный экспериментальный проект, и учитывая, что тут можно зарабатывать голду, и тебе выдается статистика после прохождения, можно сравнить это с забегами. Ну как в рогаликах типа. Но только Far Sky это ни разу не рогалик, ведь
Ведь есть ли смысл в таких забегах, если кроме местоположения ресурсов не меняется абсолютно ничего в геймплейном плане? Также хочу отметить эту весьма всратую систему грейда материалов. Первый тир брони крафтится из сратого железа, которое повсюду на мелководье, поглубже ты найдешь медь, из которого крафтится второй тир брони, а еще глубже ты найдешь магнезит, из которого ты создашь самую имбовую броню. Да, похожая система материалов часто встречается в инди-выживалках, но тут игра просто крутится вокруг этих ресурсов, буквально нечего больше делать, кроме их добычи. Они являются твоим ограничителем и твоей целью. Из подобных игр мне сразу на ум приходит Portal Knights. Когда-то эта игра тоже очень сильно меня заинтересовала, как смесь Майнкрафта и Террарии. Кубический мир, разные классы на выбор, разные мобы и боссы, но там вот буквально такая же система грейдов материалов. Они просто заменяют друг друга, ты вроде как прогрессируешь, добываешь новую руду, но геймплей от этого ни капли не меняется. Пиши в комменты, если вдруг хочешь забег по портальным рыцарям, кстати. Ну да ладно, можешь снимать уже свой батискуф, не забудь обязательно выгрузить лайк под видосом, если тебе понравилось. А если досмотрел до сюда, то тебе огромный респект, коммент напишешь вообще, цены тебе не будет. Всю жареную картоху тебе отдам, не пожалею. Пиши обязательно также, как тебе Far Sky, и залетай в Telegram, где можешь спокойно предлагать мне игрули для следующих видосов, ну и просто пообщаться. Ну а с тобой был Нел, на этом пока все, давай наберешь.